Привет! Хочу подвести статистику за сентябрь, как у меня прошел трейдинг в этом месяце, с какими трудностями я столкнулся. Также покажу абсолютно всю статистику, плюс сколько мне удалось вывести за этот месяц. Постараюсь все вот так структурировать, видео не затягивать и компактно показать, как у меня закончился вот этот месяц. За вот этот месяц у меня получилось около 26 торговых сессий. Абсолютно всю торговлю я записываю и выкладываю на канале. Можно зайти каждую торговую сессию, проверить, посмотреть все сделки и то, как проходила торговля в этом месяце. Из этих 26 торговых сессий, получается, 15 у меня закрылись в профит, 10 закрылись в убыток и одна торговая сессия закрылась в ноль с того баланса, на котором я и начинал. В конце каждой недели, если мне удается закрыть неделю в профит, то я вывожу половину заработанных денег, чтобы как-то почувствовать эти деньги, чтобы было ощущение, что я что-то зарабатываю, а не это просто какие-то цифры на экране. Я должен эти деньги как-то почувствовать, и мне это дает, скажем так, больше стабильности и уверенности там в будущих результатах. И мне кажется, это очень хорошая такая привычка, которую я добавил себе в торговую систему. Если четко по неделям, я вот сделал себе такие небольшие пометки. Первая неделя у меня закрылась плюс $135, вывел я половину 68. Вторая неделя закрылась плюс 70, вывел 40. И последние две недели у меня были такие более убыточные, минус 60 и минус $20. В сумме получилось не так-то много заработать, всего плюс $125, но с учетом того, что у меня баланс сейчас примерно $1000, то довольно-таки неплохой результат. И в принципе давайте покажу сразу же все статистику. Вот, кстати, история выводов. Также вот 7 числа я вывел за первую неделю, и за вторую неделю у меня был вывод. Сейчас у меня на балансе $1060. Это с учетом того, что у меня предыдущие две недели закрылись в убыток. И с такого баланса я буду начинать торговлю в следующем месяце. И давайте покажу всю статистику. Есть вот первая вкладка за сентябрь. Тут показаны также все абсолютно вот эти цифры, сколько заключал я сделок, какие объемы, проценты и все в этом духе. Вот чуть-чуть подробнее здесь есть. Но цифры, кстати, могут немножечко отличаться, потому что тут не совсем корректно учитывает комиссию, возврат там есть по комиссиям, но это тема для другого видео, по которому я, кстати, отдельно снял, немножко за этот пункт более подробно рассказал, так что это чуть-чуть другая тема. Также давайте покажу, вот есть другая немножечко статистика, но тут в принципе те же показатели, но чуть подробнее и в другом формате. Также вот все есть за вот этот месяц. Тут показаны абсолютно какие у меня дни прибыльные, убыточные. Но, кстати, что я хочу сказать по поводу убыточных дней, это, кстати, касается трудностей, с которыми мне пришлось столкнуться в этом месяце. Как, если кто меня смотрит, знает, что есть проблема, скажем так, с эмоциями. Я думаю, это распространенная проблема у трейдеров. И у меня, в принципе, пока я спокойно торгую, у меня вот такой примерно плавненький график, идет рост, иногда небольшие откаты, но, в принципе, все стабильно. Но в какие-то моменты получается, что я могу захотеть как-то отбить потери, либо же, например, закрыть неделю в плюс. Вот заканчивается неделя, вот, кстати, вот эта последняя неделя, которую я торговал, у меня она закрывалась, вот шла буквально там серия прибыльных сделок, прибыльных торговых сессий, все было отлично, но последние, скажем так, вот последние дни там мне захотелось просто, нужно закрыть торговую, скажем так, неделю в плюс. И на этих эмоциях, так что хочется закрыть в плюс, я взял и потерял весь профит за неделю и буквально вот в последние дни закрыл неделю в минус. Потому что есть такая проблемка у меня, я стараюсь ее держать под контролем, но, к сожалению, такое случается. Я не какой-то там крутой жесткий трейдер. Вот такие проблемы нужно мне пока решить. За эти все, кстати, 26 торговых сессий, которые я заключил,
из них 9 у меня были с нарушениями торговой системы. То есть иногда я мог где-то завысить риск или же там, не знаю, переставить стоп. Ну, какие-то базовые вот такие нарушения. Там вовремя не остановился, когда достиг лимита по убыткам. То вот такие ситуации случались у меня 9 раз за вот этот месяц. И, кстати, среди этих 9 раз, один раз у меня прям был очень такой сложная торговая сессия, я точно не вспомню какой день, но сама суть была такая, что я просто потерял весь профит за месяц и мог в теории, даже если вовремя не остановиться, там, я не знаю, каким это результатом бы это привело, но в любом случае там мог потерять очень много процентов от баланса. Но вовремя остановился и потом какими-то прибыльными сессиями вернул весь баланс и в принципе даже месяц закрыл в плюс, но был такой один опасный момент. Также коротко скажу про канал. За этот месяц на меня подписалось чуть больше 100 человек. В прошлом месяце меня смотрели, не знаю, там в среднем на видео было просмотров 30. В этом частенько доходит больше 100 просмотров. И одно видео даже стрельнуло больше 1000 просмотров. Там, где я рассказал про свою стратегию и, в принципе, как я торгую. Но я снимал ее больше потому, что периодически просто в комментариях спрашивают вопросы по стратегии, как я торгую. И не всегда удобно просто начинать рассказывать. Я хотел просто, чтобы я записать видео такое, и на него я мог в будущем ссылаться, как там, где я более подробно рассказал суть того, как я торгую. Но видео зашло, я вижу, намного больше человек посмотрело, и это, кстати, очень приятно, особенно вот, когда люди пишут комментарии, какие-то осознанные, что-то задают вопросы, то это я вообще с большой радостью отвечаю, и мне это, кстати, приносит прям какое-то удовольствие. Ну и в октябре у меня, в принципе, цели и основной план остается такой же. Я в первую очередь буду делать фокус на том, чтобы уменьшить количество вот таких вот эмоциональных торговых сессий, когда я нарушаю и допускаю какие-то ошибки. Если бы не вот эти эмоциональные, скажем так, торговые сессии в этом месяце, у меня результат был бы, ну, и не в 2, и не в 3 раза больше. У меня очень хорошо шла торговля в этом месяце, но, к сожалению, в какие-то моменты я отдавал очень большую часть профита просто вот в такие эмоциональные дни, когда просто не мог вовремя остановиться, либо допускал какие-то банальные ошибки. Поэтому основной фокус я буду держать на этом. И такая второстепенная цель — это закрыть, конечно же, месяц в плюс. Так как у меня получилось закрыть этот месяц в плюс, это для меня, в принципе, в любом случае очень хорошо. Я закрыл плюс, да, там не такой большой, как мог, но по факту это все равно плюс, и мне это как морально намного приятней и, скажем так, настрой намного лучше на будущий месяц, плюс мотивация, плюс настрой, и постараюсь держать себя в фокусе. Так что на таком сейчас я этапе, вот такая у меня сейчас статистика, торговля. И не буду затягивать видео, так что на такой ноте заканчиваем данное видео.